Друзья, это удивительные кабачки вкуснее мяса. Готовятся за 5 минут, а съедаются просто вмиг. После этого рецепта вы 100% полюбите кабачки. Просто возьмите 2 кабачка и отрежьте у них кончики. Если у вас кабачок не слишком крупный, разрежьте его на 2 или 3 части в зависимости от размера. Примерно вот таким вот образом разрезаем кабачок поперек. Получились вот такие бочонки из кабачков, и теперь каждый бочонок разрезаем на широкие пластины толщиной примерно 1 см. Дорогие мои, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие блюда сейчас вам наиболее интересны. Может быть, это блюдо из кабачков, пироги с яблоками или какая-то другая выпечка. Поделитесь, пожалуйста, я буду чаще вас радовать новыми вкусными рецептами, учитывая ваши пожелания. И теперь каждый ломтик кабачка нарезаем на вот такие палочки. Палочки тоже стараемся делать довольно широкими, толщиной примерно с большой палец. Для этого блюда можно использовать не только молодые кабачки, хотя, конечно, это предпочтительнее, потому что они очень нежные, сочные, даже шкурка у них нежненькая. Но также вы можете взять и уже довольно зрелые кабачки, перезревшие, просто удалите семена, срежьте грубую кожуру и точно таким же образом нарежьте кабачок на такие вот широкие палочки. Вот такой толщины они получаются. Красота, в общем, одним словом. Перекладываю кабачковые палочки в миску, немного посолим, буквально пару щепоток соли будет достаточно, пересаливать не нужно. Все перемешаю и оставлю буквально на 5-10 минут, чтобы кабачки пустили сок, лишний сок мы с вами потом сольем. А пока отдыхают кабачки, мы с вами приготовим вкуснейшую панировку буквально за 1 минуту. В миску насыпаю полстакана панировочных сухарей, примерно 4-5 столовых ложек. Добавляю немного соли. Можете добавить любые сушеные травы, какие вы любите, у меня смесь итальянских трав. А также добавлю немного сладкой паприки для красивого цвета и аромата. У меня копченая паприка, она придает тонкий приятный аромат, как будто кабачки у нас приготовлены на гриле. И благодаря ей кабачки получаются действительно вкуснее мяса и даже со вкусом мяса. Также добавлю немного сушеного чеснока, получится очень вкусно. И, конечно, свежемолотый перчик никогда не помешает, придаст еще больше вкуса и аромата любому блюду. На самом деле вы можете добавить только соль и перец, все остальные специи по вашему желанию. Но на мой взгляд, секрет вкусных блюд все-таки заключается в удачно подобранных специях. Так что можете делать по рецепту, но не бойтесь экспериментировать. Осталось только хорошо перемешать панировочные сухари с сушеными травами и специями. Также я хочу добавить еще один маленький секретный ингредиент в нашу панировку. Возьмите небольшой кусочек сыра и натрите его на мелкой терке. Добавим этот сыр в панировку, и она получится необыкновенно вкусной. При запекании сыр расплавится и придаст такую красивую, золотистую, аппетитную, хрустящую корочку. Друзья, это так вкусно, просто пальчики оближешь. Божественное блюдо. Казалось бы, из таких простых ингредиентов. Добавляем тертый сыр к панировочным сухарям, все перемешиваем, и панировка полностью готова. В отдельную миску разбиваю 2 куриных яичка. Упс, улетела. Бывают в жизни огорчения, зато со вторым яйцом я справилась просто идеально. Спасибо, друзья, что понимаете мои шутки. У меня сегодня прекрасное настроение, и для этого есть шикарный повод. Чуть позже расскажу и поделюсь, какой. Яйца перемешали и отставим пока в сторону. Посмотрите, кабачки уже отдохнули. Сливаем с них лишнюю жидкость, лишний сок. И нам понадобится обыкновенный контейнер. Сейчас увидите, для чего он нужен. Он очень упрощает работу. Складываю полоски кабачков в кабачковые палочки в контейнер. Насыпаю пару ложечек муки. Теперь контейнер хорошо закрываем и делаем вот так. Исполняем зажигательный танец с контейнером. Что только не сделаешь для хорошего настроения. Друзья, я хотела поделиться с вами радостной новостью.
Буквально на днях был мой день рождения, и я благодарю всех, кто поздравил меня. Благодарю вас за теплые слова. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо вам от всей души, что вы готовите по моим рецептам, танцуете вместе со мной, улыбаетесь, радуетесь. Я очень рада, что жизнь свела меня с вами, с такими прекрасными, замечательными людьми. Я вас очень люблю и благодарю. Кстати, мы с мужем празднуем день рождения почти в один день. Любимый, с днем рождения! Ты замечательный человек, и как я часто тебе об этом говорю, как хорошо, что я вышла за тебя замуж. Я очень сильно тебя люблю. И готовим дома – это наше с тобой любимое детище, которому вот уже 20 лет. А у нас все уже готово. Посмотрите, как прекрасно кабачки обвалялись в муке. Каждый кабачок хорошенько покрыт мукой, и мы проделываем то же самое с еще одной небольшой порцией кабачков. Кладем в контейнер, посыпаем мукой и еще раз интенсивно трясем. Это очень облегчает работу и ускоряет процесс, чем обваливать по одному кабачку в муке. Все готово. Посмотрите, друзья. Такие кабачки можно приготовить несколькими способами. Один из способов – это запечь в духовке, а второй способ – это просто пожарить на сковороде. Вы можете приготовить эти кабачки без капли масла, но если хотите, то смажьте, пожалуйста, пергамент или противень растительным маслом, чтобы кабачки не подгорели, хотя они прекрасно запекутся и без масла. Теперь каждый ломтик кабачка, каждую палочку обмакиваем в яйце, затем обваливаем в панировке, сырной панировке с итальянскими травами, с паприкой, с чесночком и выкладываем на противень. Все еще раз повторяем. И вот такие аппетитные кабачковые палочки в сырной панировке у нас получаются. Как вы видите, все делается очень быстро и просто. Этот рецепт готовится буквально за 5-10 минут, плюс запекание, то есть много времени у вас на это не уйдет. И кабачки действительно получаются очень-очень вкусные. Все готово. Мы выложили сырные палочки на противень, духовку я заранее разогрела до температуры 180 градусов, запекаем кабачковые палочки 15-20 минут до красивого золотистого цвета, до красивой золотистой корочки. И пока кабачки находятся в духовке, я очень быстро, буквально за пару минут, приготовлю вкуснейший соус с чесночком и с укропчиком. Обожаю. В миску кладу пару ложек сметаны, буквально 3-4 столовых ложечки будет достаточно. Мелко нарезаю укроп, добавляю щепотку соли, соль, конечно же, по вашему вкусу. Немного свежемолотого перчика не повредит. И добавляю сюда сушеный чеснок. Вы можете добавить зубчик чеснока, который измельчите при помощи ножа или чесноковыжималки, но с сушеным чесноком получается очень вкусно, очень быстро, универсальный вариант, а по вкусу очень-очень пикантный, вкусный соус получается. Только посмотрите, друзья, наши кабачки уже готовы. Запах стоит умопомрачительный, пахнут они невероятно. Вот такая вкуснота, такая красота у нас получилась. Красивая, аппетитная золотистая корочка. Практически ни капли масла, кроме того, что я смазывала пергамент. Это очень вкусное и полезное блюдо из кабачков, и я вам от души рекомендую его приготовить. Я очень рада, что поделилась с вами этим шикарным рецептом. Теперь вы тоже будете знать, как приготовить вкусные хрустящие палочки из кабачков в панировке с сыром в духовке. Очень простой рецепт. Это эффектное, сытное и простое блюдо. Подаем с чесночным соусом и наслаждаемся. Любимые мои, не забудьте, пожалуйста, поделиться этим рецептом с вашими друзьями и подружками в соцсетях, и таким образом вы сохраните его на вашей страничке, чтобы впоследствии обязательно приготовить и не потерять. А с вами была Олеся на канале Готовим дома. До скорой встречи в моем новом вкусном видео. Приготовь, поделись, подпишись.